Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за графиком прямых эфиров, лайкаете видео, участвуете в разговорах. Евгений Копатько, известный социолог, на связи прямо сейчас. Евгений Иванович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, кто нас слушает и смотрит. Друзья, всем большое спасибо за то, что присоединяетесь. Как всегда, прямой эфир — это возможность поучаствовать в беседе, сделать это очень просто. Вы можете непосредственно задать свой вопрос в клубе зрителей «Шелест», есть анонс встречи. Также, милости прошу, открыто абсолютно в клубе зрителей «Шелест», если там какая-то камерная атмосфера, то тут публично, громогласно, в сообществе YouTube. Там анонс тоже нашей встречи, собирают вопросы по традиции. И, конечно же, в чате трансляции оставьте свой вопрос, но, пожалуйста, в финале, туда, в самом конце, как говорится, на закуску, да, и в чате трансляции поучаствуйте в нашем опросе сегодняшнем. Он такой максимально общий, но понятно, что сегодня будем обсуждать, как это, вся Москва на ушах, представляете? Приехал, то ли уехал быстро, то ли не уехал, то ли остался. Рэдклифф, глава ЦРУ. Все долго гадали, что за загадочный борт приехал. В общем, что-то обсуждали. Это будет, конечно, такая интересная затравка к этому разговору, но суть вопроса абсолютно понятна. Как закончится война? Варианты ответов. Разделом Украины, разделом России, очередным Минском, в кавычках, с буферами. Ну, имеется в виду вот этот план о том, что обоюдное разведение, буферная зона, то, что там предлагается Киевом, якобы в согласовании с Европой и якобы Америкой. Ну, или границы 91-го года вернуться. Вариант такой экзотический, он может относиться как непосредственно Украина восстановит все свои границы, так и границы 91-го года, ну, уже того почившего 35 лет назад в БОЗе государства, да, путем совершенно разных манипуляций и игрищ, в том числе с западным участием. В общем, голосуйте, какой вариант вам больше нравится. Давайте с того вопроса начнем, а потом мы в конце подведем итоги. Евгений Эдуардович, видно вам эти очертания там, на горизонте окончания войны? Чем закончится? Для меня категорически нет, и даже вот ваш социологический подход, ну, знаете, вопросы из разных отраслей и из разных, как говорится, тем и задач, если так. То есть, как по мне, наверное, война продолжается и будет продолжаться. То есть, там, знаете, на ушах не знаю, как стоит Москва, но, думаю, после Анкориджа уже никто на ушах не стоит. Уже дух Анкориджа был, выветрился, и поездки кого-то куда-то, я думаю, что это тоже тот же информационный шум, которому мы придаем слишком большое значение. Во всяком случае, после визита Путина и встречи с Трампом, я полагаю, что все остальное уже это значительно ниже по статусу, по роли и по задачам. На мой взгляд, если есть какие-то моменты, которые требуют и, наверное, нуждаются в обсуждении, это то, что действительно там ситуация по некоторым направлениям для Украины становится сложнее, отсюда и переговоры. А с другой стороны, наверное, вы не зря затронули вопрос, как одна из возможных альтернатив. Почему я говорю, что каждая из ваших альтернатив может претендовать на самостоятельный вопрос? Я поясню. Допустим, будет ли раздел Украины? Я полагаю, что это вопрос времени. И да, даже дело не в России стоит в том, что я думаю, что польский фактор еще скажет свое слово. Это мое глубокое убеждение. Я понимаю, что это только вопрос времени для поляков. Как это будет реализовываться, я пока не готов сказать. Но не для того затевалась эта вся кухня, для того, чтобы Польша осталась без большого пирога Украины, вот, которая, собственно, считается частью исторического наследия, если хотите, включая город Львов. А слова президента Российской Федерации о том, что Советский Союз, как вы сказали, там 35 лет назад ушел в небытие, могу сказать одно, что ушли в небытие обязательства относительно Украины. И президент России об этом четко сказал. То есть, если мы смотрим со стороны, и я смотрю реакцию некоторых комментаторов и тех людей, которые интересуются, скажем, ситуацией на Украине, я думаю, что это не то чтобы призыв, не то чтобы сигнал, но это констатация определенная, что относительно будущего Украины интересуется не только в России, там, в каких границах я не готов сказать. Я не знаю, какой будет мир, я не знаю, какая будет буферная зона. Но претензии к Украине территориальные будут как минимум от 3 держав: Венгрии, Польши и Румынии. Помимо Российской Федерации, даже не претензии, потому что жизнь в едином пространстве, имперском и советском, оно и создало Украину, если называть вещи своими именами. А все остальное уже будут детали и
те, скажем, события, которые за этим последуют, думаю, будут намного, наверное, интересней, ну, если можно так сказать, намного неожиданнее, чем мы себе представляем. Вот я так себе вижу ситуацию, а сразу как бы отвечая, как вы просили, на одну из альтернатив. То есть это не то, что или и. Вот один из вариантов. Другой вопрос: границ 91 года нет. Украина отказалась от советского наследия, значит, границ 91 года, на мой взгляд, тоже не будет. Все остальное вопрос, собственно, дальше уже какая импровизация. Украина создана как проект, она существует, я это не устаю повторять. И те события, которые сейчас разворачиваются, это как раз ведут к эскалации боевых действий, собственно, что мы наблюдаем. Усиливается давление на население как России, так и Украины. И пока, скажем, какого-то завершения этого процесса я не вижу. Ну да, визит такой, он есть, возможно, там какие-то договоренности есть, но думаю, что для того, чтобы был мир на Украине, должны быть очень весомые аргументы. И это разговоры должны быть не с украинской стороной, а, скорее всего, это должна быть все-таки Россия и Соединенные Штаты. Но так как Соединенные Штаты отдали бразды правления войной на Украине для европейцев, я думаю, что пока европейцам это неинтересно и невыгодно. Ну, видите, как вы так, с одной стороны, отмахиваетесь от важности визита Рэдклиффа и его таинственности. Я не отмахиваюсь, я не вижу. Отмахиваетесь. Вы говорите, год назад Путин и Трамп встречались. Понимаете? Да, и что? Нет, ну погодите, за год изменилось очень многое. Ровно этот Война год... усилилась, да, давление усилилось, ситуация стала сложнее. Вот то, что произошло. Вы же тогда констатируете, что произошло. Ситуация в украино-российских противостояниях, она стала хуже или лучше? Ситуация стала хуже. Она стала более напряженной. Туда вовлеклось большее количество людей. О каком мы мире, о каких выборах мы можем сейчас говорить? И для меня в этом плане визит, скажем, представителя ЦРУ, точно не та ситуация, которая была тогда, когда шанс действительно заключить какие-то договоренности был. Сейчас поменялись, как вы правильно сказали, поменялось, Александр, очень многое. Ну погодите, это же деэскалационный визит. Или эскалационный, потому что сейчас разные издания, они глобалистские, разные журналисты, они выдвигают свою версию. Одни говорят, что просил Рэдклифф не нападать на Европу Путина. Другие говорят о том, что привез вот это перемирие в Черном море, да? Да. Третьи говорят о том, что там в общем-то, там выборы скоро, Зеленский же будет бить, чем может и куда дотянется. А Россия готовит определенный ответ. Сегодня там опять зашевелились новости про Орешник. И, в общем-то, чтобы как-то сбить этот градус. Плюс самого Рэдклиффа, с одной стороны, называют там очень близким человеком к Трампу и человеком, который за эскалацию, то есть ястреб в американской политике. То есть это максимально интересный визит. И самое-то важное, что то, что сейчас выработается, тут уже нет никаких сомнений. Зеленский выполнит. Эта встреча, она краеугольная. Почему? Потому что если сейчас условно, я не знаю, это короткий визит, никто не знает, короткий визит или самолет улетел без Рэдклиффа назад очень быстро. В общем, никто, Песков говорит, я вообще ни сном, ни духом, у него спрашивали. То есть сейчас решается этот, ключик, этот механизм к завершению войны может запуститься без Украины, без Европы. Именно на этом уровне. Все же проводят параллели с Бёрнсом, который встречался с Путиным перед большой войной, перед вторжением российских войск в Украину, потом в 22 году, в ноябре, после Харьковской операции, и тогда якобы, помните, много пресса писала, чтоб не били ядеркой. И на основании Бёрнса визитов делают сейчас выводы о визите Рэдклиффа. Но я против, по одной простой причине. Ровно год. Вчера, 24 числа, в День независимости Украины, ровно год нарративу, что Украина не жертва агрессии, а боец. Это Зеленский провозгласил год назад, и какие итоги мы имеем за этот год в плане уничтожающейся инфраструктуры. И уж точно американцы, хотят это остановить, такое стремительное развитие событий, чтобы медленно все варилось в плане войны. Не находите? Не нахожу абсолютно. Смещались кони, люди,
И вот я вижу такое, что причем здесь 22 год. Ситуация поменялась, его визит перед войной. Вот, ну и что, расклады, то, о чем говорили те же журналисты, ничего не стоит даже выеденного яйца, давайте так. Теперь вопрос второй, что попросил, чтобы не нападать на Европу. Я, конечно, эту дичь комментировать ее можно, там то, что там, по-моему, Wall Street Journal или кто-то там давали эту информацию. Давайте так, если взять те же слова Трампа, там, кого там, Уиткофа, еще кого-то, я не помню там уже даже кого, речь идет о том, что у Зеленского нашлись козыря. После встречи с Зеленским Трамп сказал, что я позвоню Путину и выпал в осадок однозначно на несколько месяцев. Вот для меня это является аргументом. То есть человек выпал из диалога. Все обещания, заявления, вот этот чёрт по поводу разговоров и участия в процессе, я думаю, что это действительно не больше, чем какой-то информационный шум. И представить те аргументы, которые говорила Европа, мы должны нанести стратегическое поражение России. Я не устаю это повторять. Куда это делось? Что? Они сказали, что у Зеленского показывать картинки стали, что у него карты на руках есть, и что у России нет шансов против Украины. Куда нападать на Европу? Что мы производим эту дичь дикую? Просто дикую дичь, которую какие-то журналисты, которые, не знаю, это, знаете, что мы сидели с вами, обсуждали, действительно, этот трёп, который бессмысленный и беспощадный. По-другому, Александр, не скажешь. Они куда нападать? Он должен попросить, чтобы Россия не нападала на Европу. Из тех же аргументов, которые представляют британцы, немцы и еще прочее, что у России вообще нет ничего, ни ракет, ни возможностей, ни людей. Вот завтра, послезавтра Украина там переломит ситуацию, вернется к границам 91-го года. Вот это как происходит. Второе, по выборам. Я думаю, что нанести России какой-то ущерб, связанный с политическими действиями, возможно. Но пока экономические тоже сложности есть, и их никто не отменяет. Они, собственно, говорят об этом напряжении. Кто же будет сбрасывать сбрасывать напряжение, когда на Западе говорят, мы начали наносить России ущерб. К чему? К выборам? К тому, чтобы усложнилась социально-политическая ситуация на Украине? Причем здесь американцы? Британцы и европейцы действуют по своему сценарию. И он приехал миротворцем, говорит, все, американцы отдали эту историю. Трампа мы не слышим неделями относительно этой темы. Каждое выступление взаимоисключающее. И вот если у нас есть какая-то логика, какое-то понимание вещей, газета написала, что Россия не нападала на Европу. Вы аргументы услышали, которые, почитайте все, что пишет, и люди, которые нас слушают, смотрят. Представьте, Александр, они видят одно, что тут Украина побеждает, что мы нанесли такой ущерб, что мы там стали бойцами, и все, и тут какое-то нападение на Европу. Дичь дикая. Все остальное... Подождите, какая Украина побеждает? Зеленский говорит, дайте денег не хватает. Что он говорит это все время, они дают эти деньги. Деньги на войну есть. Людей отмобилизовать будут. Сейчас понизят возраст призывников. Сейчас отправят женщин на войну. Возможно, будут депортировать часть людей. Ресурс читается каждый день. То, что мы с вами читаем, смотрим, как люди заинтересованы. Речь идет о том, где найти людей на войну. Мы понимаем, что уже не нужна, что это не война даже начала 22 года, когда линия фронта, сотни тысяч людей противостоят друг другу. Сейчас глубина линии фронта, если посмотреть и послушать мнение экспертов военных, которые понимают в этих вопросах, в отличие от нас. Они говорят, что линия фронта просто растянулась в ширину на десятки, а может быть даже сотни километров. Понятие близкого или далекого тыла практически отсутствует. В окопах сидит малое количество людей по факту. То есть увлекаются люди совершенно другие вещи. Это то, что наверху, это то, что меняется на протяжении, скажем, нескольких недель, уже какие-то новые вводные относительно изменений в формате или в действиях войны. Так, Евгений Эдуардович, у нас тут вообще, конечно, закручивается очень интересная история. Значит, прилетел борт утром, и что? Увидели кортеж. Потом позже сообщили, что это Рэдклифф. О встречах никаких не сообщали. Единственное, что есть косвенное упоминание у российских журналистов, что на сегодняшний день было у Путина какое-то большое мероприятие запланировано, но его отменили. Видимо, пару дней назад, в общем-то, скорректировали, получается, планы Путина на этот день. Дальше. Есть сообщение, что прям взял и улетел этот борт. Непонятно, есть Рэдклифф на борту, нет. А сейчас приходит сообщение о том, что в ту же Ригу и вроде как военно-транспортный самолет США
с Рэдклиффом на борту вылетел из Москвы, а следом за ним полетел некий борт из спецотряда «Россия» правительственного, ну, согласно данным Flight Radar. Абсолютно интересная история. То есть Рэдклифф приехал, с кем-то встретился, поговорил и забрал кого-то назад, в Ригу. В Риге, я так понимаю, это там дозаправка, и, может, в Америку полетят. Сейчас будут все следить. Ни пары с уст никто об этом ничего не пишет. И после этого вы говорите, что ну как, ну что, и скептически относитесь. Подобные борты не гоняют просто так. Значит, что-то конкретное решается, что-то важное решается. Разве нет? Александр, я не говорю никто, нигде, никак. Борты летают. Мне это не интересно, откровенно говорю. Вот неинтересно от слова совсем. Но прилетел Владимир Владимирович и Дональд Фредович, прилетели на Аляску. Пролетели бомбардировщики, пролетели истребители. Все шикарно. Договорились строить этот подземный тоннель, как он называется, под этим Беринговым проливом. Ну хорошо, все это мы уже слышали. Выборы, там, что огромные редкоземельные запасы редкоземельных металлов, там такое мы наслушали, что это вообще эти новости ни о чем по сравнению с тем, что было. И вы мне предлагаете сейчас там, испытать какой-то там восторг или какой-то мистический ужас относительно того, что кто-то куда-то полетел. Ну пусть летают. Для меня важно, мой скепсис не в том, что я там не хочу мира, я хочу, может быть, так же его сильно, как очень многие люди. Я тоже хочу опираться на какие-то факты. Но на фантазии недосказанности каких-то людей, которые там держат в секрете информацию, которые... Ну какая мне хрен разница, извините, куда полетел этот самолет? Вопрос о том, что будет заключен мир и договоренности, это хорошая история, и это важно. Но уже заключили, уже мы за месяц решим вопрос, мы за неделю, нет, за сутки закроем войну на Украине. Мы за неделю решим вопрос на Украине. Мы выборы проведем уже летом, осенью 24-го, я уже сбился с годами и с событиями. И вот эти события повторяются каждый день. Каждый день нас травят и кормят какими-то завтраками, несбыточными обещаниями, несбыточными какими-то желаниями политиков. Конечно, я, как любой нормальный человек, хочу этого мира. Но пока признаки, которые я вижу, но я не знаю, там кто-то говорит, экономисты, есть экономические признаки, военные говорят, есть разведпризнаки. Социальные признаки каковы? Да, люди хотят этого мира. И любое событие такого порядка, мы привыкли, что ли, и это правильно, по-человечески понятно. Мы хотим на это что-то надеть. Но когда нам какая-то непонятность говорят, ну вот это, знаете, как из Копперфильда, какую-то подняли шляпу, там не то кролик, не то заяц, не то, не знаю, не то обезьяна какая-то сутулая сидит. Вот, понимаете, тут вопрос хороший. Я хочу тоже хороших новостей. Но пока это не новости, это какие-то загадки, какие-то недосказанности, поднять градус интереса к этому. То, что увидел я, и почему я так не то что скептически смотрю. Война развивается последние сутки, там, неделя, говорит о том, что идет эскалация. Количество ударов взаимных их растет. Вот что я вижу, Александр. Жертвы растут среди мирного населения с той и с другой стороны. Заявление европейских политиков как раз идет не о мире, а о войне, что мы найдем оружие, мы мобилизуем людей, что вы увидите, украинские чиновники говорят о том, что мы понизим возраст или будут, скажем, заявления о понижении мобилизации. Вполне актуальной стала тема о том, что женщин будут призывать на войну, это предмет обсуждения. Приезжает, ну тогда давайте этого Келлога обсуждать. Приезжает дядька, говорит, что мои служат там, жена и дочь служили в армии. Вот это сейчас вот то, на что реагируют люди, потому что они должны выживать. Они должны понимать, что будет с женщинами, которые там не замужем или в каких-то других находятся обстоятельствах, когда их так легко могут отправить на фронт. Вот это для меня важная информация. А эти борты ни о чем сейчас, понимаете, Александр? И если действительно завтра случится чудо, что кто-то прилетел, какая-то сказка случилась, и там подписали в Вашингтоне мирные договоренности, я их пока не вижу. Но тогда это нужно менять либо власть на Украине, либо отдавать опять бразды правления американцам, как это было в 2024 году, когда Трамп сказал, я порешаю все вопросы. Потом человек устранился от этих всех вопросов. Ну вот логику, посмотрите цепь событий. Вот это произошло, вот это я вижу. А это, конечно, интересно. Ну дай бог, чтобы это было. Я что, против, что ли? Но пока это ни о чем. Вот меня в моменте, в данном моменте. Вот я так вижу. Ну, смотрите, мы, конечно, узнаем еще, наверное, ну, то, что нам расскажут, мы узнаем об этой встрече. Кто там на борту, был ли кто, что за борт России, да. Зачем он. То есть, понятно, что по там
Вот вы говорите, шляпа, фокусник, сутулая обезьяна, кролик в шляпе. Так мы в этих фокусах живем. Вы же видели, что нам сулил вчерашний день. Было у вас вчера праздничное настроение от фокусов Зеленского, которое он исполнял? Сегодня у него тоже там гости, тоже он там выступал, поделился подарками на День независимости, говорит, подбросили немножко, какая страна, не скажу, но немножко патриотов, поэтому баллистику сбивать будем, все хорошо. И сказал, что он всегда заряжен. Ну, так с журналистами, смотрите, все заряжены, я всегда заряжен. Но это же тоже как бы чехарда и фокусы. А что делать с 35-летием страны? Много было вчера Украины, на ваш взгляд, в словесах Бёрнема. Ведь тоже, вот вы понимаете, я понимаю там, допустим, ваше отношение к какому-то, ну там, перелету одного борта другого, внезапно во Внуково американскому самолету, ну такое, скажем так, посредственное удивление. Ну давайте будем честны. Бёрнем что сказал? Я буду просить Трампа. 2 дня назад Вадефуль, министр обороны Германии, приезжал. Что он сказал? Я буду просить... Не, они все такие очень мощные, они потушные, но они говорят, что мы будем просить Трампа. Мы будем идти к Америке. А Америка сама пришла к России. Поэтому, понимаете, в чем дело? Вот тут шутка такая ходит последние сутки о том, что День независимости это вот именно праздник украинский, ну, про Украину, в полном смысле этого слова независимость, потому что от Украины, получается, ничего не зависит. Согласны? Ну, то, что от Украины ничего не зависит, это понятно, наверное, подавляющему большинству украинцев. И здесь нет ни грамма пропаганды. И вы спрашиваете, как пережили, как прожили эти люди. Но думаю, что для большинства это отнюдь не праздничное состояние души и тела, потому что, если взять по факту, подавляющее большинство граждан не могут покинуть свою страну, подавляющее большинство граждан видят картину мира и картину будущего там, ну, и горизонт планирования на очень короткий промежуток времени. Вы об этом как раз говорите. Я подтверждаю ваши слова, Александр, о том, что вопрос выживания становится ключевым. И на фоне той информации, которая проходит, и мы давайте так, ключевые нарративы, как принято сейчас говорить, демографическая катастрофа, да, призыв в армию женщин, понижение мобилизационного возраста, это потеря, там, давайте из таких из текущих моментов, падение производства стали там, на 72%, снижение экспорта зерновых там, до 1 миллиона там, тонн. Ну, то есть, там, те, кто с нами в эфире, давайте накидываем сразу те новости, которые ходят, которые абсолютно не праздничные и отнюдь не такие, которые говорят о каких-то больших экономических успехах, говорят о усложнении ситуации. И еще один момент. То, что для Зеленского положено говорить как человек, который является, ну, по факту главой государства, и жизнь населения, я думаю, это, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. Потому что они живут в разной реальности, большинство людей. Не потому, что мы тут потребители какой-то пропаганды, мы видим, что реальность, она другая. Жизнь экономическая становится сложнее, возможности для людей, скажем, горизонт планирования будущего для них очень короткий. Вот эту я реальность вижу, которая есть. И вот тот, скажем, оптимизм, который был, вот, я думаю, что 90-го года, если взять эти листовки Руха 90-го года, если они остались в музеях, то есть Украина, что там, по населению это какая-то там одна из первых стран в Европе по экономическому потенциалу, вторая, третья, там по количеству людей с высшим образованием, там первая в Советском Союзе, по промышленному потенциалу, и устанем перечислять все. И куда это делось? Это что, русские забрали, что ли? Она единственная страна, которая что до второго, даже до первого, после первого и до второго Майдана, она единственная страна, которая, ну, кроме Молдовы, по-моему, не достигла после падения 90-х годов, не достигла советского уровня позднего. Вот вам ответы на вопрос, который есть. Потеряв половину населения, не имея картины будущего, а находясь в состоянии без объявления войны, в состоянии тотальной войны, вот такая реальность. И, конечно, вот эти разговоры относительно того, что там и оружие будет, и приехали люди, ну, это 2 разные реальности, потому что люди живут в одной реальности,
власть живет в другой реальности. Их задача, чтобы эта война продолжалась, и все последние заявления, включая, как вы правильно сказали, еще раз говорю, что вот возродилась какая-то надежда. Казалось бы, безнадега, все, война идет, а тут он приехал, не то ультиматум, не то договоренности, не то что угодно. И домыслы идут. Ну, они сразу дезавуируют эти новости, вот эти заявления тех же американских изданий, которые говорят, спросите Россию, чтобы она не нападала на Европу. Но оно сразу обнуляет все эти потуги, потому что это дичь дикая. По-другому это не скажешь. Извините за мой сленг, потому что такую ерунду нести. Нет, ну это уровень прессы, подождите. Ну так мы не подождите, мы же на них опираемся. Это люди, которые претендуют на то, чтобы их цитировали, и мы на самом деле их цитируем, потому что это какие-то варианты предлагают, которые никакого отношения к реальности не имеют. Мы видим по факту. Трамп выпал из процесса, эскалация на фронте продолжается, удары взаимные усиливаются, количество жертв увеличивается. Где я был, Александр, не прав, в какой позиции? Да, и заявления политиков, включая украинских, о том, что мы будем продолжать войну, и вопрос вашей анкеты, кстати, которая, я же говорю, вполне интересная. Но каждый вопрос, я бы каждому вопросу поставил альтернативы. Да, скорее да, нет, скорее нет, но это уже другая история, а не вопрос меню. Тогда бы это интересно работала бы штука. Поэтому, когда сегодня случилось что-то, ну давайте так. Конечно, вот эта тема с миром, она, конечно, стоит. Она каждого из нас трогает, цепляет. Но на фоне огромного количества информации о войне, тут вот, пожалуйста, приехал, ну все, зашевелились. Ну, конечно, почему? Зашевелились. Ну, подождите. Если бы это он один приехал, а так в Москве еще и посланники от Ватикана впервые за 5 лет. И там тоже такой интересный эпизод был. Ну, вот этот мирный план. Развести стороны, буферная зона, там, свободная экономическая, не стрелять по портам. Ну, в общем, то есть замирение. Это ведь тоже замирение. Встречались они с Лавровым. И Лавров тогда попросил Ватикан, говорит, ну, вы как-то резкость наведите на то, что происходит на территории Украины. И как бы вроде как УПЦ и УПЦ, люди так немножко переглянулись, а где Ватикан, где УПЦ, а связь-то очень интересная, потому что события, которые последних дней, они просто, ужасают. Ни одной, вот убийство в Святогорской лавре, ни одной нормальной, внятной, официальной позиции, информации и, какого-то плюс-минус адекватного ответа от власти. А вообще, есть там власть на территории Святогорской лавры, где убили монаха и еще там 2 ранили? Информации нет. Да, вот буквально там перед нашим эфиром раскопал Шарий фотографии в больнице порезанного инка Григория. Что удалось выяснить конкретно ему? Он находил именно этот инок. То есть там же еще очень интересно, там есть здания какие-то, тут охранник сидит, там другие служители, убитый вот этот, да, скажем так, монах. Так вот, со слов этого выжившего, находился он один на верхней площадке лавры, возле храма, в районе лестницы, сидел на лавочке. 3 военных к нему подошли. Причем он как-то так вспоминает, что обычно они же там знают этих военных, которые с ними, украинских военных, которые на территории лавры. Все друг друга знают. Видимо, там, ротация какая-то, но она не так часто. А то какие-то военные, как черепашки-ниндзя, такие в полной экипировке, как вроде какая-то спецура, какие-то агенты. Подошли к нему и сказали военные: «Слава Украине!» Но Андрей тут промолчал. Для понимания, там, плюс-минус, да, священнослужители не отвечают на «Слава Украине», «Героям слава». Почему? Потому что он 2 раз он сказал, и после 2 раза он сказал: «Слава нашему Господу Богу, спаси и сохрани». Вот так и ответил. После этого начали его избивать, деревянные брусья, жерди, в общем, он там схватил этот брус, не давал себя бить, и, один из них достал из разгрузки нож, и, в общем-то, его пробил ему легкое, сбросили во враг, думали, сейчас там истечет кровью, и все, поминай, как звали, но он как-то чудом выжил. И, соответственно, этот человек, выживший, он не может рассказать про убитого и 2 раненого, но, тем не менее, то, что он может сказать, он вообще говорит, что пострадавших могло быть больше. То есть эти 3 ходили, вот это домахивались к священнослужителям, и вот это вот все происходило.
понятное дело, да, били, издевались, но об этом же не принято говорить, понимаете? Об этом же как-то не принято говорить. И вот Лавров это спрашивает, в том числе у представителей Ватикана. Если вы с Рэдклиффом, ну там правда, я с вами могу согласиться, там мало информации, то как прокомментируете визит представителей Ватикана с мирной миссией в Москву? Никакой мирной миссии Ватикана относительно России нет и быть не может. Они соучастники Майданного переворота и соучастники многих событий 13-14 годов. Они драйверы этой темы, особенно представители греко-католической церкви. Это все задокументировано, это все визуально вы видели, кто стоял на Майдане и подталкивал людей к этим действиям. Поэтому Ватикан – это такая же ситуация, ну не так, как Рэдклифф, конечно. Это те же люди, они такие же миротворцы, как из многих можно сделать, ну не знаю, найдите самую какую-то более-менее приличную аналогию. Те люди, которые соучастники, я же говорю, когда этот Рубио сказал, мы же какие мы посредники, мы соучастники процесса. Вот такой же и Ватикан соучастник процесса. И то, что вы описали эту историю, вы как журналист абсолютно правы. Вы подчеркнули то, что там вся страна живет в атмосфере страха. И люди, которые верят в Бога, и для которых это имеет значение, их физически могут уничтожить, и ничего не будет этим людям, которые это делают за них. Вот вы это описали нормально. И после этого говорить, что какой-то там приехал ватиканский посланник и с чем-то говорил, для меня это ничего. Это говорит о том, что это опять-таки такая же дичь, которую мы пытаемся выдать за какие-то переговоры. Для меня вес имел, я не зря сказал, не потому что я как-то идеализировал там или обожествлял какие-то вещи. Я далек абсолютно от этого. Ну, уровень коммуникации Трампа и Путина это выше, чем все остальное, что вы перечислили. И только они могли быть гарантами мира. А все остальное, это такие же, мы придумаем, что они могут повлиять. Если не сделали Трамп и Путин, не договорились, они, вернее, как это, и Путин сказал, и Лавров потом сказал, мы договорились, мы выполнили свои правила игры. Американцы сказали, что давайте пересматривать. Все, отказались, все, закончился этот Анкоридж, его дух. Все остальное это опять-таки вещи, которые говорят о понижении статуса идеолога и все. Просто нам очень хочется с вами, Александр, чтобы это был мир, чтобы это была ситуация, которая приведет к договоренности. Но эти люди, человек, который представляет спецслужбы, но это не о мире точно. И вы правильно сказали, что он ястреб. Какие там вопросы, ультиматумы, договоренности, какие-то договорники, я не знаю. И меня, собственно, на это не о мире. То, что Ватикан, это тоже не о мире. Им также глубоко плевать на православную церковь, как многим на Украине людям, которые, собственно, ненавидят все, что связано с православием. И это можно, просто наступило время, когда невозможно ни в какой другой стране так поступать с католиками, если бы поступали люди другой веры, других этих, если бы с поляками так поступали. Я с трудом себе представляю, что это могло быть в Израиле, если против иудеев поступали люди другой веры. Вот это я вижу, это для меня аргументы очень важные. А здесь уничтожают православие, ничего людям за это нет, и вы как журналист об этом говорите, я могу только с вами согласиться. И вы спросили, какое ключевое слово, которое там витает, это слово «страх», который, потому что все земные люди, и священнослужители тоже, которых расчеловечили, как и русских людей. Вот это уже произошло по факту. Их просто убивают, их убивают безнаказанно. И ничего не случается, и ничего с ними не произойдет. И какой-то там приехал ватиканский чиновник, который точно не пришел решать проблему. Это мы хотим, чтобы решаться. Но проблему будут решать не Ватикан. Они не посредники в этой истории. Они даже не братья по вере, если хотите. Они те, кто содействовали, сопутствовали тем жутким переменам, которые произошли на Украине. И они соорганизаторы Майдана. Вот это я понимаю. Других вещей я не вижу. И это любой человек может поднять документы, те выступления на Майдане, которые выступали там Шевчук, я не помню, греко-католики. Вот все они являются как бы участниками, соучастниками, соорганизаторами. И им, в общем-то, православие, ну, в общем, глубоко безразличное, я как бы деликатно скажу. И поэтому вот, не вижу я здесь ничего. Уровень, я вам обозначил свою логику просто. Еще раз скажу, Александр, если завтра прекратится война, ну, это любое, это будет чудо. Ну, смотрите, чудо, я не буду говорить, что это чудо, но это очень удивительно. Когда
Если привез ультиматум, то зачем в Ригу следом за его бортом, Рэдклиффовским, мчит борт спецотряда «Россия», который правительственные делегации возит? Тоже ведь вопрос, понимаете? Но мы тоже узнаем эту информацию. Пока, ну хорошо, приехали инопланетяне, приехали космонавты еще. Ну чего мы еще не услышали? Мы какие-то догадки сейчас используем. Я еще раз говорю, Александр, я с вами согласен. Я считаю, что... Послушайте, вы сейчас занимаете абсолютно такую позицию, скажем так, ну вот нам должны выйти и сказать, да ни черта нам не рассказывают. Ничего не рассказывают. Чушь. Еще раз говорю, нам паривают информационную чушь, которую мы пытаемся с вами там что-то к ней придумать. Понимаете, в чем дело? И ждать, что нам кто-то что-то расскажет. Никто нам ничего не расскажет. Понимаете? И вообще там были версии, что там, может, вообще по Ирану договариваются, а может, еще по чем-то. Нет, тут уже все понятно. Это разговор, эта ситуация сегодняшнего дня с Ватиканом и Рэдклиффом, это конкретно по Украине, конкретно. Но что из этого выйдет, конечно, мы пока не знаем. Но ввиду этой ограниченности, да, собственно, информации, мы сейчас питаемся вот этими дурными абсолютными заявлениями, понимаете, которые вот сейчас на нас сваливаются и прут, как из рога изобилия. Дурными по поводу войны. Но если посмотреть по факту, денег Европа дает? Нет, сгулькин нос. Макрон позаседал, нормально так позаседал. Европейцы собрались, потужные, решительные, сказали, будем в октябре-ноябре там учения проводить. Ну, нашей коалиции желающих, да? Наши, европейцы. Против кого? Понятно, против кого учения. Ну, как бы, да, против кого дружат желающие. Но и вроде как все потужно, как у Елены Зеленской в словаре потужности. Словарь стійкости она издала, презентовала на «Ледях и джентльменах». Но Макрон же четко сказал, значит, уважаемые украинцы, значит, мы вас ограничим в использовании европейских денег. То есть, европейское будете покупать. Европейское. Мы тоже хотим. У нас тоже есть ВПК, у нас тоже есть какие-то там технологии, чего-то где-то. И мы хотим на эти денежки, чтобы вы тратили их у нас, а не в Америке. Поэтому, так сказать, карман и эта бочка бездонной не будет. А если Америка пыхтит и не справляется, ну, понятно, у них там серьезно они поистощились с Ираном, но, простите, как долго будет кочегарить европейский ВПК, конкретно вот эту войну? Поэтому войну нужно что? Притушить, пригасить, заключить что-нибудь, а дальше уже как пойдет, понимаете? Вот тут возникает момент. Как вы видите? Вот вы так, конечно, смеетесь над войной. Я над войной не смеюсь, Александр. Над войной России и Европы, имеется в виду, России и НАТО. Но ведь давайте честно. Вот сегодня вышел Кобяков, это советник Путина. Его обсмеяли во многих телеграм-каналах, конечно. Мол, вот он там раньше говорил про СССР, о том, что нет, юридически, СССР существует. А сейчас вышел и выдал, что 8 марта ВСУ готовились напасть на территорию Российской Федерации. Ну, понятно, что он подразумевал теперешнюю там территорию, имеется в виду ДНР, ЛНР, ну, вот это вот все. И это все готовилось 8 марта. И поэтому Путин напал на 2 недели раньше. Так и с Европой же может быть точно так же. Да не будет там с Европой ничего такого. И я считаю, что вот самые такие вот другая, на мой взгляд, такая тема, связанная по полной программе с информационным шумом, это то, что у европейцев нет оружия, что у европейцев того всего нет. Франция вышла по продажам оружия в мире на 2 место, опередив Россию. И, конечно, это заявление абсолютно в целях и в интересах ВПК французского. Оружия у них много, и они будут производить его. Сейчас Европа очень активно перевооружается, перестраивается и так далее. Хотя бы потому, что количество дронов, запускаемых по России, выросло кратно. И если не нужны сейчас какие-то гаубицы, я фигурально выражаю, то дроны нужны, их поставляют миллионами. Как они сказали, мы будем поставлять их миллионами. Там скальпы, там ракеты, скажем, с высокой дальностью, реактивные там дроны, там, я не знаю, поршневые, называйте какие. Это выросло в разы, и это выросло из Европы. И это ничего не придуманная история.
И количество оружия, поступающего на Украину, просто изменилась история. То есть не надо 1000 танков. Наверное, нужно 10 тысяч дронов. Я фигурально опять-таки выражаюсь. А этого стало больше в разы. У Европы есть деньги и ресурсы, и ни с гулькин нос они дали. Они дали 80 миллиардов, которые хватает на войну. Каждый день поступают какие-то там десятки, сотни миллионов от какой-то страны, от какого-то донора. Это идет непрерывным потоком. Вот то, что мы видим с вами. И вы, как журналист, это четко понимаете. Утром пробегая сводку новостей. Шведы дали 100 миллионов, те дали 20 миллионов, прибалты дали 20 тысяч дронов. Опять-таки, все это условные понятия. Чего же там оно меньше стало? И зачем мы обманываем себя о том, что, цитируя заявление, что у них чего-то нет. У них всего есть, и оно набирает обороты. И риск эскалации войны, он растет очень серьезно, на мой взгляд. Вот это я вижу, Александр. А то, что у них там с гулькин нос, нету. Оружия и денег стало больше на войну. Просто поменялись условия ведения войны, как мы с вами видим. И здесь даже не надо быть большими военными. Вам военные очень грамотные и нам с вами расскажут, как это происходит. И вовлекается еще, кстати, большее количество людей в эту войну. Милитаризация сознания идет, прорабатываются планы, как европейцы должны там спасаться в убежищах, как должна происходить мобилизация в Германии, Британии, называйте любую страну по выбору, что везде идут разговоры, их стало больше не о мире, а о возможной войне с Россией, что на фоне того, что Россия, скажем, может напасть на Европу, говорят о том, что у России вообще нет ресурсов, и мы хотим довести Россию, чтобы она развалилась на несколько частей. Кстати, одна из ваших альтернатив, которые вы предложили в этом опросе. Вот, собственно, как они думают. Но зачем мы повторяем эту логику их? Война идет, война усиливается, проблем становится больше, напряжение в обществе растет, да, вовлекается в конфликт все большее количество людей, я это вижу. Все остальное, наверное, мы с вами тоже видим, и какие-то моменты, это в один момент, знаете, прилетел борт, залетел туда, хорошо, села еще летающая тарелка. Кстати, не хватало, как один пошутил, только инопланетян. Подождите, Трамп вам добавил инопланетян. Уже инопланетяне есть на Земле. Но уже и это уже произошло в этом мире. И я ни в коем случае не иронизирую. Конечно, это еще дело такое с инопланетянами. Да, вот теперь вы улыбнулись, да. Инопланетяне уже присутствуют в нашем дискурсе. Он же сказал, что инопланетяне есть, они не могут не есть. Да они как-то просто не пробьются, эти инопланетяне, понимаете, да. В наш дискурс, дело такое. Значит, что принципиально я хотел бы с вами обсудить в контексте Украины, да? Украины, так сказать, дня сегодняшнего. Меня очень интересует ваше впечатление о происходящем вокруг фигуры Федорова и вокруг, собственно, давайте так, да, дальнейших перспектив продолжения войны. Потому что Федоров не только о выборах там заговорил и поднял тему, которую все там, понятно, и Зеленский лично сказал, никаких выборов, это разорвет страну. То есть вы думаете, вы вначале говорили, поляки помогут порвать Украину? Не, российские удары, сейчас вон Запорожье горит, удар пришелся там, грузовики, парковка по объекту. Нет. Какие-то там военные действия? Да нет же, выборы порвут Украину. Так говорит, судами, обрушится Зеленский, поэтому не надо выборов. Но Федоров продолжает, так сказать, жечь и делать такие мощные заявления. Украина, говорит, проигрывает войну постепенно. У нас есть несколько месяцев для того, чтобы принять ключевые решения, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Я думаю, говорит Федоров, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу будущую траекторию. Похоже, мы постепенно проигрываем. Украина все еще имеет шансы на победу, но срочно нуждается в плане завершения войны. Я долго вчитывался в этот текст. Имеет все шансы, все еще имеет шансы на победу, все еще все шансы на победу, но срочно нуждается в плане завершения войны. В то же время в офисе заявили изданию, что, это Рейтер давал интервью, что Федоров положительно относился к ведению войны, когда работал в министерстве, а сейчас, что изменилось, это его должность, место сидения определяет точку зрения. Прокомментируйте, пожалуйста, все эти, танцы забронированного в фонде Сороса
Михаила Федорова? Ну, знаете, действительно, вы правильно сказали, танцы, которые на суть событий глобальных в отношении Украины никак не повлияют. Неважно, правильно вы сказали, от перемены мест, персон ничего не поменяется на Украине. Когда не будет принято глобальное политическое решение, оно будет принято не в Киеве. Это очевидно всем. И это не есть проблема, не потому что именно так. Это просто реальность. Но что Украина находится на нескольких таких кранах, там, я не знаю, там, краниках, называйте как хочешь. Финансовая, военная, разведывательная и политическая помощь. Перекрываются эти крантики, проект закрывается мгновенно и безвозвратно. Это очевидно, по-моему, для всех. Теперь относительно Федорова. Он в данном случае, ну, это некая фронта сейчас Зеленского, и на этом фоне там его там сливают, не сливают. Я думаю, что если захотели бы слить, слили бы как Мадуро или, наоборот, назначили как президента Сирии. Я вам уже эту палитру показал, которая есть, как меняется на самом деле события. Если это что-то нужно поменять. Тем более охраняют его уже точно не украинские специальные службы, если говорить о Зеленском. И о многих товарищах, которые имеют отношение к принятию решений. Если чисто технически посмотреть, не вдаваясь в какие-то конспирологические теории. Теперь следующий момент. По выборам действительно общество к этому не готово. Вот здесь и сейчас выборы провести невозможно. Я имею в виду имитационные, пожалуйста. Но назначьте вы президентом Федорова, назначьте президентом другого. Теперь вопрос о том, что Украина должна победить. Вы, как человек разумный, пытались разобрать эту фразу, где существует несколько взаимоисключающих утверждений. Ну, разве не было таких утверждений у Резникова, что мы проигрываем войну? Что у Залужного, что было? Что еще у кого-то, что будет сложно, о чем говорил Буданов? И цитируйте каждого людей из топа украинской, скажем, власти нынешние, которые так или иначе говорили о том, что мы либо побеждаем, либо в другом высказывании, что если мы не сделаем того и нам не дадут того, то у нас будут большие проблемы. Но это очередная цитата, которая не отражает сути вещей. Суть вещей отражают те изменения глобальные, которые приведут к политическим последствиям. А пока это, на мой взгляд, те же имитационные действия, которые, как вы абсолютно правильно сказали, не меняют ничего в этом раскладе, потому что назначат Федорова, Буданова или кого-то другого, третьего, четвертого. Это вопрос, точно технический и не глобальный. От этого мир не перевернется. А вот те, которые вещи, какая модель управления Украиной и сколько, я думаю, изучают и очень тщательно рассматривают, насколько есть у Украины ресурсов для продолжения войны. Вот я думаю, это базовая вещь, которая сейчас интересует людей, которые инвестируют деньги в Украину. Вот это я вижу. Угу. Смотрите, есть просто еще слухи, опять-таки, это все инсинуации, конечно, слухи, там... Мы узнаем, наверное, в ближайшие часы, а может быть завтра, а может чуть позже, а может чуть раньше. Может, во время эфира что-то узнаем из конкретных новостей по поводу Рэдклиффа. Но есть такая версия, что условно американцы пытаются в том числе эти выборы продать россиянам. Чтобы те дали провести, выборы в Украине. Потому что есть... четкое убеждение. Я, кстати, не знаю, надо, чтобы вы тоже подключились к этому, потому что мне кажется, что Зеленский эти выборы не выигрывает. Вообще от слова совсем. Во втором туре проигрывает всем, кому только возможно. Да, и Федоров сейчас такой активный, потому что он новый, да, на этой волне картонок, вот этого всего. Ложное утверждение. И могут ли американцы вот такой ход сделать? Такой выборный. Давайте там сейчас немножко прикрутим, украинцы переизберут кого-то плюс-минус нормального или такого контролируемого. Не дурака Зеленского, который хватает деньги со следующего полугодия, шарашит эти middle-страйки, поднимает градус эскалации, получает в ответ, пищит, кричит, денег нет, украинцы... то уезжайте из городов, то не уезжайте из городов. И вот это вот все доводит до Цугундера, поднимая вот этот уровень и градус эскалации. А какого-нибудь вот такого, плюс-минус внятного, да, который будет послушен в отношении там продолжения, и завершения войны, и ее там какого-то продолжения. Как вы думаете? Знаете, услышав о прилете ЦРУшника в Россию,
Я здесь не иронизирую, не уничижительно не говорю. Мы придумали всякие сейчас версии относительно мира. Но если не помог Трамп провести выборы на Украине, не смог на волне шикарной, когда не было ни сопротивления ни Европы, ни на Украине, он не смог эти выборы, условно говоря, организовать и провести. Это мы так думаем, как один из вариантов развития событий. Они им нужны были выборы. Если бы Трамп захотел провести выборы, он бы их провел. А сейчас, как ситуация ухудшилась на фронте во всех действиях, когда в обществе выросло напряжение, когда людям стало жить хуже во всей Украине, и вот сейчас говорить о выборах, но это опять-таки придумать то, чего нет на самом деле. Подождите. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ничего подобного. Он уже гремит, у нас этот гром гремит с 2013 года, со второго Майдана. Уже крестились столько раз, уже службы всякие вели, уже все это, если вашими словами говорить. Мы уже столько раз придумали себе всякие ситуации, что завтра закончится война, что Минские соглашения 1, вот закончится, завтра будет мир. Минск-2 будет мир. Тянули эту волыну 7 лет, потом случился 22 год, и каждые полгода мы о каком-то мире говорим. Вспомните вот этот промежуток времени. Что со времени ноября 2013 года и сейчас конца августа 26 года, что произошло? Ухудшилась ли траектория жизни и ситуации на Украине и шансы? Или улучшилась? И вы ответите сами на этот вопрос. Вот в историческом разрезе, который большой кусок жизни для огромного количества людей, который случился. Кто-то вырос за это время, кто-то стал взрослее, кто-то постарел. Вот это произошло по факту. Ухудшилась ситуация в этом историческом промежутке времени. Для страны, для людей и для планирования будущего. Теперь вопрос касательно выборов и не выборов. Технически это невозможно здесь и сейчас провести выборы. Не имитационно, я еще раз говорю, я это слово говорю очень четко и понятно было. Вопрос продать России эти выборы, даже сейчас, я думаю, что пытались они играться в каких-то иммигрантов, которые приедут, но я думаю, что должно хватить ума не ставить ни на кого. Они есть, их много людей, которые есть альтернатива украинской власти. Но для этого должна быть тишина на протяжении хотя бы нескольких месяцев, чтобы жизнь вошла в свои берега. Как вы предлагаете? Вот завтра по свистку дали отбой на линии фронта, послезавтра открыли избирательные участки, вернее, неправильно, посчитали избирателей, сколько осталось, перемещенных, прописанных, не прописанных, ведь это технология. Я рассказываю, как это работает. Любой человек, маломальски понимающий эти вещи, это невозможно чисто технически. Еще раз говорю, если вы хотите проведите на 20 участках Киеве показательных выборов и до свидания, зафиксируйте их по всей стране. Выборы сейчас невозможны, и поэтому продать России сейчас нечего. И Россия никого не потянет за собой. Я надеюсь на это. Очень надеюсь на самом деле. Что хватит, как деликатнее. Подождите, а на что вы тогда надеетесь? Что Зеленский будет сидеть до конца войны? А он и сейчас, я теперь скажу, что Зеленский отнюдь не дурак. Вот когда сказали, что он, во-первых, фанатично цепляется за власть. Он фанатично убирает от себя людей, и сказать, что он дурак, это глупость сказать. Что он пытается всеми силами, учитывая, что окружение его это же близкие друзья по деньгам, извините, проблема Минича, Цукермана, то есть Ермака и всего прочего, оно же никуда не делось. И еще другие коррупционные скандалы возникли. Но как-то он сражается за это дело. Я еще раз говорю, тут не хорошо, не плохо, если смотреть со стороны. Он держится за власть. А ваши утверждения, Александр, относительно того, что он в любом случае проигрывает выборы, вам сразу подбросят информацию относительно того, если в этих условиях он любые выборы выиграет. Вот в этих, здесь и сейчас, на данный момент времени, Александр, чего мы себе придумаем? Кого мы хотим обмануть? Себя обмануть мы хотим? Сейчас в этих условиях, подчеркиваю, здесь и сейчас социология как инструмент не работает. Не приводите мне как социологу эти аргументы. По той простой причине, что она касается абсолютного меньшинства людей. И дело в том, что даже это мы должны учитывать во внимание, но не брать не экстраполировать на всю территорию, которая погрязла в войне. Большинство людей, которые пытаются не выбирать политика, а выжить. И вопрос, касающийся смены мест, для них принципиального значения не имеет. Здесь и сейчас, я думаю, в этом моменте времени.
И все остальное, это опять-таки мы экстраполируем на здесь и сейчас. Все, что касательно любой перспективы отложенной, Александр, во времени, вот тогда уже будут другие варианты развития событий. Ну, И поэтому смотрите, я говорю... я с вами буду тут спорить. Ну, то, что спорить, а вам буду оппонировать, потому что вот вы... Не, я понимаю, что это, конечно, модно. Здесь и сейчас, вот это все. Нет, ну, таких модников хватает. Но мы не могли представить, что война дойдет до такой ручки. Когда там монахов будут солдаты убивать. Сейчас вот опубликовали, пока у нас эфир, этот судмедэкспертиза, да, вот этого иеромонаха, да, вот этого, скажем так, монаха Варсонофия. Застрелили его в голову. Вот тут и лицо изуродованное. Застрелили. Пуля, все, как бы, смерть, результат нападения, цели убийства. Все, огнестрел. Через голову и шею. Ну, и вот такая история. Мы не могли предположить, что эпицентры будут гореть, торговые центры будут атаковаться. Причем и среди бела дня с жертвами, с пострадавшими, и ночью, когда там как бы посетителей нет. Но эти площадя, то есть, ну, опять-таки, все же понимают, что такое торговый центр в Украине, все на постсоветском пространстве, да, огромные территории, там парковки, там еще что-то, где-то торговые залы, а где-то какие-то объекты культурно-развлекательные, не очень. И это все будет атаковаться и выноситься вот так вот, да, что морская блокада будет вот такая, что будут бить по пунктам пропуска с Молдовой. Пункты пропуска, ну, то есть границу пересечь. И они будут то один сказать, ой, давайте пересекайте через другой, то второй, ой, давайте через другой. То есть это же мы не могли просчитать. Из-за вот этой взбалмошности Зеленского, да, из-за вот его вот этого всего поднятия ставок. Но Зеленского тычет в задницу стимулом, палочка острая, стимул. Не только там положение дел там, на фронте, выделение деньги, там вот это все. Его же еще и тычет очень такая нехорошая ситуация в его окружении. Подруга его, мудрая, сейчас вот пошла в СИЗО, пока соберут какие-то жалкие 20 миллионов. Почему я говорю, что они жалкие? Потому что они рейдерили. Причем на пленках все это есть. Они там зажимались с вот этим Микитосем, который ее же и писал, и они участвовали в отъеме. Ну как отъеме? Вот был бизнес у человека, был какой-то там объект или что-то, недвига какая-то, да, они его переписывали. Офис президента. Причем некоторые вещи происходили по требованию первого руководителя. Ну, ее руководителя, и вряд ли Буданова. То есть его же тоже это коррупционная история, ну, скажем так. Если кто-то скажет, что это ему все равно, он вышел интервью, сказал, я ничего не знал, разбирайтесь, суд разбирается. Но это тоже ведь неправда. Ведь за вот этими действиями стоят очень не бедные, не глупые люди, украинцы, с украинскими паспортами, с разными паспортами, которых ободрали, обидели и которые немножко понимают, что происходит. Ну, то есть не абсолютно какие-то идиоты. Плюс у этих людей есть связи. А вот вам американцы, а вот вам европейцы. И ему надо это прикрывать, и он это прикрывает. Чем? Войной. Ну, а подождите, какой картонный Майдан? Какие там обыски в офисе президента? Ну, вон, смотрите, в Кривой Рог прилетело по торговому центру. Горе-то какое. Траур в Киеве там, да, объявили. А еще что-то. А вот тут бомбят, а вот тут разрывают. Это ведь тоже как бы повод поднимать вот этот градус эскалационной авантюры? Ну, во-первых, никакая не авантюра, никакой подъем градуса эскалационный. Мы уже там на этой эскалации находимся уже с ноября 2013 года. И вы вспоминаете, то я не зря говорю, что ой, не дай бог побьют людей. Людей побили. Не дай бог убьют людей. Их убили. Не дай бог начнется война в Донбассе. И она началась. Эти колорады там, эти и прочие, они не имеют права на существование. Дальше, они их расчеловечили. Вот это и произошло. И вот так оно движется уже 12 лет, Александр.
И вас удивляет какой-то эпизод в процессе на высоком градусе эскалации общественной ненависти друг к другу, на войне, в которой участвуют миллионы людей, так или иначе, и пострадали практически все люди, которые живут на Украине. Мы сейчас вспоминаем о помощнице там, Зеленского, которая это цепи одной, вернее, это звенья одной цепи. Это ситуация, которая отражает, скажем, вернее, продолжение этого конфликта, она только подтверждает, она не накаляет. Мы и так находимся на высоком уровне, скажем, градуса там, конфликта этого. Просто это очередную иллюстрацию, о которой вы говорите, как это могло случиться. Это уже случилось. Это уже идет. И нас это не то, что не должно удивлять, вызывать какие-то там эмоции. Это происходит. И люди к этому, к сожалению, привыкли. И людей не волнует, по большому счету, коррупционная составляющая. Да, она волнует их глубоко внутри. То есть это, знаете, в определенных обстоятельствах это просто тот маркер, который никогда не даст, конечно, доверия того же Зеленскому, который не даст ему, скажем, какого-то карт-бланша. Но он пока с этим справляется, потому что другой среды питания нет и не будет. И пока эта война идет, эти люди будут существовать. Вопрос заключается в том, как выйдут из этой войны и какой будет послевоенный мир, когда содрогнется все, когда вернутся огромное количество людей, которые остались обиженными. Как остались в свое время, если кто помнит историю гражданской войны, когда вернулись после Первой мировой гражданской, люди, отвоевавшие 6 или 8 лет, жили в одной стране до 1939 или 1941 года, и потом многие, там же не о нацизме только шла речь, но и о сведении счетов. Бывших красных, бывших белых, бывших еще кого-то. Вот это взаимная ненависть уже без мозгов. Счеты будут сводить, дай бог. Да, смотрите. И это касается, Александр, миллионов людей, потому что кто-то в ТЦК, а кто-то не хочет в армию. У кого-то забрали, да, ну да. Кого-то убили, в прямом смысле этого слова. Да, но только после войны возрождения человеческий потенциал очень рос быстрыми темпами, которое было, а сейчас депопуляция с 91 года не прекращалась в условиях мира. Тут еще один аспект. Вы смотрите, как это все разыграно. Причем не без участия этих же набушников. Да. Ну, сейчас понятно, что и Микитасю, и Мудрой там смешные залоги по их там... Ой, я даже это не хочу обсуждать. Это все, конечно, цирк. Но я просто, смотрите, какой элемент Шапито. Когда Ермака брали, судили, там вот это все, там вбросили вот эту чертовщинку. Ну, типа Вероника Фэншуй, вот это вот все. Ну, как бы, чтобы интереснее было, чтобы, как бы, жевалось лучше. И в конце концов, что мы видим? День флага Украины позавчера стоит на линейке с браслетом на ноге и с уменьшенной суммой залога Ермак. Понимаете? Ну, то есть, класс. В этот раз, в этой серии, это же примерно одинаково, они же там вытаскивали Галущенко из первой серии, это новый сезон вот этой истории. Они вбросили интрижки, такие мелодраматические. А там, она что, замужняя женщина, это Мудрая, а вот это гуляла с этим Микитасем, понимаете, там, а он ее писал, а вот это все там, а там... Плюс, ну, это если так брать вот это мишуру, а если брать серьезно, но уже слепой увидел, наверное. Прозрел и увидел. Смотрите, Мудрая. Приходит ее защищать главный раввин Киева. Говорит, в синагогу к нам ходит, молится. Дочка у нее с паспортом Израиля. Но не служила, потому что приехала, поступила, годик поучилась, потом мотала в США. Образование стоит $250 тысяч в год. Ну, в Америке чего? Нормально. Дальше. Миндичи, Цукерманы. Все как-то с одной этнической как бы группы. И вот тут мне вспоминается, почему я с Ермака начал, Ермаком вспомнил. Помните, когда вот Вероника Фэншуй, это все это шумели полгода назад, сразу начали вводить, а давайте закон сделаем этих гадалок, короче, незаконными. Ну и так поговорили, никто ничего не сделал. А тут заблаговременно закон об антисемитизме приняли. И там нормальные сроки, 8 лет, если там в особо крупных размерах. Но слепой уже увидел о том, кто эти люди, что они ходят в одну синагогу, понимаете, у всех паспорта граждан Израиля,
все, ну, скажем так, все связи с Израилем, все одной национальности. И это в момент проигрывающейся войны, она проигрывается. Ну, опасный прецедент. Ведь представили вот этих великих украинцев, первое место Шевченко, ну, социологи, да, понятно, это такой праздничный опрос, назовите самый популярный. Первое место это Шевченко Тарас, второй Лина Костенко, третий Богдан Хмельницкий. Богдан Хмельницкий. Леся Украинка вторая. Вторая Леся Украинка, я же сказал, а третий Богдан Хмельницкий. Дальше, ну, там, четвертый Бандера, пятый Зеленский. Ну, а там дальше, там большой список, мелкий процент. Ну, так это же нас толкают по абсолютно понятному сценарию историческому. То есть погромы будут. Александр, вы тогда добавьте сюда фразу одного раввина, что на экране телевизионном, это вдобавок к вашей информации, которые говорили, что «А чему вы на державную мову?» Да, говорит, а через 2 года все опять будут говорить по-русски или на иврите, да? Вас ничего это не смутило? То есть я вам скажу так, то, что антисемитизм на Украине присутствует, и он будет разрастаться, это очевидно. Это связано со многими вещами, которые пока в латентной форме присутствуют. Посмотрите украинские паблики, которые говорят, вы же открытие не сделали. Это присутствует очень глубоко внутри в людях, и это как раз свидетельствует о том, что поводов для этого будет очень много. И вопросы, как бы там ни вели информационную политику, и как бы там ни выстраивали пропаганду относительно того, что кто-то прав, кто-то нет, но Миндича и Цукермана обычно забыть, наверное, не могут. И развязать с Зеленским им тоже не получится. И вопрос касается того, что, скажем, вопрос даже не этнического происхождения, а вопрос касается людей, которые, скажем, вот заявление там раввина, допустим, того же Днепропетровска, что я же знаю о том, что я поговорил таки с умными людьми, что там будет мир. И как вы думаете, как это играет на форму? Вы же в одном из эфиров так и сказали, что вопрос антисемитизма, эта тема уже актуальна стала для Украины, ну, как минимум, она пусть пока в латентной форме, не в информационном пространстве, уже давно. А усилилась эта информация и в мире, потому что об этом еврейские сообщества говорят, они это, кстати, тему мониторят. Это стало, скажем, очень серьезно разрастаться тема в Турции. То есть эта тема очень серьезна в Соединенных Штатах. Эта тема касается Испании. Она присутствует в других странах и не в латентной форме. Я думаю, что помимо Украины она имеет глобальное значение. Те, кто отслеживает эту тему, а я так полагаю, что еврейское сообщество к этому очень щепетильно относится, памятуя Вторую мировую войну. Но они также понимают о том, что заявление и поведение людей, которые представляют их этнос, допустим, на Украине, эта тема там может локальное какое-то значение иметь. Но по большому счету на общем таком информационном мировом фоне, как вы правильно сказали, я не знаю, там будет, не будет какие-то действия, но то, что это вызывает в обществе неприязнь, это очевидно. То, что вы это не померите никаким социологическим исследованиям, это тоже да. Хотя в европейских странах отмечают люди рост антисемитских настроений. В Соединенных Штатах опросы тоже свидетельствуют об этом. То есть я могу сказать, что это и, с одной стороны, локальный тренд, который касается Украины, а с другой стороны, это и глобальная история. Об этом, кстати, говорят различные организации, как, условно говоря, и правозащитные, как израильские, так и мировые. То есть разные под своим углом зрения. То есть если это арабы, это по-своему говорят, евреи по-своему, европейцы говорят по-своему. И то, что вы эту тему затронули, да, тема, скажем, настроений, принятых, скажем, законов, да, она есть, присутствует. Потому что они видят, что этот тренд берет, как бы свое место имеет, как имеет место быть, и он имеет тенденцию к усилению. Вы понимаете, что отсутствует абсолютно... Короче, у меня такое ощущение, многие там сейчас в соцсетях по случаю 35-летия независимости пишут такие, разные посты, да, и все говорят о том, что там 20% территории потеряли, половину населения, да, вот 52 миллиона, и что сейчас, да? Даже больше, если так по гамбургскому счету. В общем, долгов куча, сейчас даже хоронят в долг, это такая тоже тема,
Долги, понимаете? У всех эти долги, долги, долги. Даже вот этот Терехов вышел там недавно, говорит, да давайте уже спишем эти все долги, все равно их никто не заплатит. Просто договоримся, что платить вот сейчас. Ну, то есть много проблем, да? Но почему я говорю, что это эксперимент? Потому что над нами экспериментируют, над всей Украиной и украинцами внутри. А для вас это удивление? Смотрите, не то что удивление, но мне просто кажется, что эксперименты, ну это опять-таки, может, я обманываюсь, может, вы опять скептически сейчас скажете, что это все еще непаханное поле. Но мне кажется, эксперименты подходят к концу. Вот эти кадры, ну, со звуком не ставлю, все равно там все на английском, плюс там еще музычка, YouTube это особо не любят. Это кадры. Это нечто. Товарищи, смотрите внимательно. Это наш старый добрый знакомый Палантир, который разработал, передает там профильное издание с помощью искусственного интеллекта, внимание, систему слежения. Подключается к слежке спутники, датчики на Земле, какие-то камеры, что-то где-то. То есть это все в реальном времени. Ты можешь человека отследить. Они выкатили вот такую презентацию, но самое интересное, кроме там всего прочего, ну там показывают компьютеры, локация там на карте, на Земле, в общем, интересный на самом деле как бы проект, потрясающий, но эксперименты в Украине проводились. И не только на поле боя. Это я так, ну так, не погружая всех в подробности. Слушайте, у них все классно. Так может, ну, нет у вас ощущения, ну, опять-таки, может, я обманываюсь, что эксперименты-то подходят к концу. Внедряйте уже, хватит, все попробовали. Дронами повоевать попробовали, роботами, систему слежения, вот это вот все. То есть, да, сейчас там новый дивный мир, он уже готов, валюты цифровые, понятно, все вот эта слежка, понятно. Палантир прет, развивается, искусственный интеллект, все анализирует, отслеживает человека. Ну, может, закончим эксперимент? Или еще есть что отточить? Да не ищите во мне никакого скепсиса. Просто реальность, я просто во времени и в пространстве, как я себе вижу. Я не претендую на истину последней инстанции, но в процессе времени это эксперимент социальный с начала 90-х годов. Первое. Давайте так, если мы не поймем, откуда это пошло, поверили в свою исключительность в 1991 году, решили те люди, которые, это партийная номенклатура, там, начинающие националисты, но они все из одной истории, из советского имперского прошлого. Что бы там никто ни говорил. Сказали, что мы самая богатая, самая успешная страна, и какого черта мы корпим эту Россию. Дальше понеслось. Лихие 90-е, эксперимент социальный по поводу того, что мы не Россия. Те же коммунисты, которые получили от этой советской власти все, от Кравчука, Кучмы и прочих товарищей. Вот он, эксперимент продолжался. Самый такой лютый первый эксперимент. Майдан №1, 2004 год. Как-то устояли, как-то пошли на подъем, как-то второй Майдан, кровавый Майдан, война. Вот этот эксперимент продолжался, потому что мы решили отказаться от своего прошлого, мы решили, что внешний фактор для нас имеет большое значение. Мы решили то, что даже для страны, в которой 68% населения, если мне не изменяет память, это опрос 2014 года, говорили о том, что страна находится согласны были с утверждением в большей степени или в полной степени, что страна находится под внешним управлением, почему-то это никого не смущало. И когда сейчас реально страна находится под внешним управлением, когда у людей казалось сакральные вещи, что украинцам нельзя землю там продавать, уже эту землю продали, уже ресурсы продали, уже уничтожили, уехали из этой страны огромное количество людей, картины будущего с этой страной нет. И вы думаете, что этот эксперимент не продолжается? Вот он продолжается, этот эксперимент. Он просто переходит из одной формы в другую. А сейчас новые технологии, положенные на Палантир, как раз один из маленьких элементов этой огромной, страшной трагедии, которая охватила славянский мир сейчас, русских и украинцев, где наши браки не считались межэтническими, где наша общая культура и общий язык, он имел значение и ценность для огромного количества людей, где наше прошлое не такое уже было тупое и плохое, как это показалось.
И даже вот эти опросы, которые проводили, так, знаете, в преддверии праздников, и иногда стыдливо они говорили там на всей этой мишуре там, о совке, о советском прошлом, декоммунизации, жили и жрали за счет советского наследия. Вот это была правда. И которые дожирают сейчас, как ни странно, 35 лет. Потому что вот эти даже укрепления построены при советской власти. Эти фабрики, эти заводы все построены при советской власти. Это общество не умудрилось не построить ничего, а дожирать, ненавидя свое прошлое, доживать этот же советский ресурс. Вот это и произошло на самом деле. А потом, когда мы говорим о том, что вот как же мы с этим будем построить новые мифы, касающиеся того, чего не было на самом деле, отказаться уважать свое прошлое, вот это и произошло. А с этим жить. А потом русские, русско-культурные люди в подавляющем большинстве на Украине, проживающие с разными оттенками, стали отказываться от своего языка. Но все равно же сны снятся на русском языке. Все равно вы же думаете на русском языке. Все равно какая-то вещь приходит, и когда опросы были там в какое-то время, там даже после 2014 года, что такое, а где жилось лучше, даже это уже мифология пошла вторичная. Вот дети, которые не помнят Союза, выросли, которые стали участвовать в вопросах. А советское прошлое не такое, оно, как, знаете, в память, знаешь, когда себе ты немножко не врешь, а оно, кажется, не такое, оно и хреновое было, это прошлое. И в советском прошлом было чего-то больше хорошего. Как вспоминать, это люди сами, но сам с собой, это те вопросы, которые не требуют там, социального одобрения или социальных запретов. Как-то находили форму общения. То есть, да, на митингах выступали, на митингах орали, на митингах отказывались там, кто от партбилетов, кто там, от русской идентичности, кто-то из чего-то, от своих родственников. А потом, Александр, получилась интересная история. А все равно-то там было, вы же там были-то молодыми. А те ребята, которые получили вот сейчас вот возраст, которые в независимости сейчас живут, особенно после 2014 года, это примерно столько лет, как дети Донбасса до 22-го жили в войне. И которые выросли на этой войне, почему-то никто не помнит. Когда их расчеловечили, они были пацанами и девчонками, стали взрослыми людьми на войне в Донбассе. И вот сейчас происходит с этими людьми. И вот этих пацанов малых и девчонок, спросите о них, кто они будут, как во снах или во всем вспоминать, или родители. А все равно на кухне кто-то скажет. А оно там при радянских было, там может быть не так все сейчас, вы знаете, вы так далеко махнули, я вам хочу сказать. Да не махнули, сейчас я просто тут уже так интересно, слушайте. Украинские, кстати, пишут, где-то в соцсетях мне попалось, ну, в украинском сегменте соцсетей. От, кажуть, а у 16-му році пишут, ну, что в 16-м году, типа 10 лет назад, Янукович там открывал музей Тарасу Шевченку. И там видео, сюжет, репортаж, он там с ленточками перерезал, вот это все, Шевченко, Украина, все в вышиванках, понимаете? Ну, вот это просто какой-то сюжет старый, 10-летней давности, тоже ко дню независимости. Этого не могло быть. Ну, и в 16-м, в 6-м, извините. Ой, ну да, премьером ну, в общем, 6, да. Я даже себе где-то сохранил. Сейчас, извините, заврался я, да. Вот. Так. Ну, в его каденцию президентства, да. Президент 10-14 Да, 10-14, сейчас. Премьер 6-7 Я прошу год. прощения. Премьер 6-7. Премьер 2-4. 16 лет назад. Все. 16 лет назад. Президентом, когда он был, 10-й год. Злочинна влада Януковича. Да, 16 лет назад. Все, извините. Это я 16-й год, 16 лет зарапортовался. Что мы заговорились. Сейчас перейдем к вашим вопросам, друзья. Извините, что-то, видите как. Вот этот мне скрин просто, ну, я даже себе сохранил, да. Это же нечто было. Это же нечто. Ну, то есть... В день государственного флага 16 лет назад злочинная влада Януковича сделала то, про что очень долго говорили представители национал-демократических сил. Открыла отреставрованный музей Шевченко «Чернечья гора». В планах было установить памятные знаки «Последний путь Кобзаря». Короткой дороги не было. Несли через 2 села, ну, гроб, ну, этому
Пишет человек, Виталий Меняйло пишет, ну, этому помешала революция достоинства, понимаете? Ну, и там тоже видео всякие остальные, скажем так, вещи. Поэтому, ну, это так, чтобы 16 лет назад злочинная влада. Поэтому вы говорите, совок вспоминают. Да Януковича что-то начинают вспоминать. Доллар по 8 и вот эти все его ляпы, прикольчики. Они такие милые кажутся по сравнению с вот этим юмористом. Значит, вопрос как раз о совке. У меня всегда было уважительное прошлое. Я просто говорю как иллюстрация. Когда люди ненавидят, говорят такими словами, получили максимум дивиденда от советской власти и от советского прошлого. Я просто только это подчеркнуть хочу. А относительно высказывания Виктора Федоровича, извините, я вам более ранние истории отошлю. Он выиграл дебаты украиноязычного Виктора Андреевича, по белому, между прочим. И пусть они вспоминают эту историю, дебаты 2004 года. И вопрос там не то, что милые там заявления или какие-то там еще вещи. Он хотел больше быть украинцем, чем даже многие украинцы, которые жили на западе Украины. Это могу сказать как человек, представляющий восток Украины. Украинизация при нем шла тоже такими темпами, что мама не горюй. Вот, поэтому давайте так, Александр, это все красивые истории, и сейчас вот там, знаете, благостно вспоминают там одну или другую тему, но по большому счету скажу одну вещь, и многие, наверное, меня поддержат. Столько представителей, которые его ненавидели в 2004 году, какими словами, которые они его там называли, пошли работать к нему в 2006 году и в 2010 году, и ничего с людьми не произошло. Да. И никакими словами, вот, и знаете, только это одно, не ему в заслугу, а как бы подлости этих людей, это причем масштабы там зашкаливает. У Зеленского же похожая история была. Ну вот, и поэтому я еще раз говорю, что когда он стал когда Янукович стал президентом, то эти люди, которые, скажем, ненавидели его, там, ну, сколько там, ну, тысячи их было людей, которые работали с системой, на систему и чувствовали себя при этом очень хорошо. И поэтому, Александр, знаете, рукописи не горят на самом деле. Вот. И вопрос там, кого вспоминают, хорошо или плохо, но я действительно могу сказать одну, на мой взгляд, важную вещь. Когда человек остается сам на сам с собой, они понимают, ту страну, которую потеряли возможности, можно 100 раз уповать там, на Россию или на Запад, но на самом деле проблема всегда есть внутри, Саш. И просто она заключается в том, не захотела элита украинская, западная, восточная какая-то сохранить действительно страну и научиться жить вместе. Вот это была большая, самая страшная трагедия Украины. И вот сейчас, по большому счету, вопрос там, история повернет. Рано или поздно, как говорил Булгаков, это все закончится. И там привязывать к Украине людей, которые все, там Сикорский, Булгаков, называйте кого угодно, это все люди имперского и советского прошлого. Там нет ни грамма украинского. Вот в чем дело. Украинская идентичность – это другое. К ней всегда относились с уважением. И это была часть советской и имперской идентичности. Нравится кому-то это или нет. Поэтому, когда вы правильно сказали, Янукович открывал музей Шевченко, и много чего они сделали для украинской литературы, культуры. И для многих, кстати, художников, писателей, которые очень не любили Виктора Федоровича, очень нелицеприятно о нем говорили, но тем не менее они получали гранты на издание своих книг. И потом его также люто ненавидели, работая с ним сперва в администрации, а потом, когда случился Майдан, также его, скажем, презирали или как-то говорили. Ну, собственно, Бог судья, ну, как бы, и вопрос тут ни в какой морали не идет. Мы имели то общество, которое есть. Мы заболтались с вами. Впервые у нас такой формат с вами, друзья. Поэтому давайте перейдем к вашим вопросам, подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Чем закончится война? Да? Как, точнее, закончится война? 2% считают, что разделом России, 2% считают, что границы 91 года вернутся, 17% очередным Минском с буферами, ну, имеется в виду, ну, таким Минском 26 года разлива, то есть ничем не закончится, будут вот это вот все продолжится. Ну, а вот разделом Украины считают 79%. Ну, это тот вариант, которому мы посвятили в начале наиболее много времени.
То есть, видите, как совпало у вас с аудиторией точка зрения. Но опять-таки, раздел же тут имеется в виду, что не то, что там раздел, там что-то Россия забрала и все. Раздел это означает, еще кто-то что-то заберет. То есть кто-то еще, кто-то отделится друг от друга, кто-то куда-то. А как вы считаете, вот сейчас там поговаривают опять, ну это поднимают эту тему, потом глушат, поднимают, глушат. А давайте Верховную Раду перенесем, а давайте еще что-то перенесем. А если столицу придется переносить? Мы уже переносили. Харьков был до 1934 года. После того, как поляки взяли Киев, до 1934 года была перша столица, как говорили. И ничего, как-то переносили. Я думаю, что, знаете, столица – это символические вещи. А о том, что действительно у Украины высокие риски, давайте так, это не абсолютные цифры, но прогноз, который многие люди дают, и те шаги, действия, признаки, если хотите, исторические, геополитические, называйте их как угодно, говорят о том, что интересы к Украине имеет Венгрия, Польша, Румыния. Это однозначно, и это вопрос времени, на мой взгляд. Еще когда даже второго Майдана не было. Посмотрите, как поляки работают с украинским сообществом. Мы можем много не говорить, потому просто цитировать польских чиновников, депутатов Сейма, бывших министров или просто людей, которые обременены достаточно высокими должностями в Польше. Они никуда этот вопрос не дели. И все, что карты поляка, закон о реституции, вовлечение в польскую экономику огромного количества, больше миллиона людей, которые составляют, давали Польше 2,4% ВВП, это польские источники. Вопрос вовлечения в культуру, а заявление нового президента о том, что с Бандеровой Украина в Европу не пойдет. Как вы думаете, либо тогда полякам надо шаг назад сделать, но они политизировали эту тему настолько, что им очень тяжело будет, как сказать, как это поделикатней, отойти от этой темы или как-то ее завуалировать в 2027 году. Я думаю, что какие-то маркеры поставлены. Я ничего не утверждаю. В конце концов, у поляков, хватило, было много недальновидности, скажем так, относительно того, что нельзя поднимать Бандеру на щит, потому что, особенно в 22 году, думали с русскими схлестнуться, и бог с ними. Но когда оказалось, что это для поляков экзистенциальный вызов их истории, их исторической памяти, и волынская резня, и отношение к украинцам, оно никуда не делось. И каждый день вы читаете паблики, это ж не потому, что там какая-то пропаганда польская, а это настрой антиукраинский, он глубоко в обществе, и он укоренился, он и был еще в начале нулевых годов. Потом он так погасла немножко история, придавили ее немножко. А теперь она то вылезла, как только... Ведь, опять-таки, если хотим символизм, отказ от ордена, потом отказались какие-то бывшие украинские президенты. Бог с ним судья, я не полиция нрава точно. Но этот процесс набирает обороты. Это другое качество отношений поляков и украинцев сейчас. И последствия за собой это потянет. Я не знаю, как венгры будут реагировать. Хорошо, убрали Орбана, но вы что думаете? Закарпатская область, которая вошла в состав после Второй мировой войны благодаря Советскому Союзу. Венгры забыли об этом? Нет. А в 1940 году Бессарабия, вернее, не Бессарабия, извините, Черновицкая область. Куда-то они делись румыны в этом плане, а заявления румынских парламентариев, касающиеся Великой Румынии и территории исторически принадлежащих ей, куда-то делись. Просто не пришло еще время, Александр. И не то, что я хочу там быть согласными, или люди хотят быть согласными со мной, но то есть мы видим признаки и вопросы, которые сейчас вроде как не на повестке, но они присутствуют в наших разговорах, они присутствуют в этих мыслях, они присутствуют в политических заявлениях. И они думают, что будут иметь продолжение. Так, поехали. Вопросы. Лина Востроилова. Что будет стоить подпись Зеленского, если придется, когда через несколько лет Конституционный суд возьмет под благовидным предлогом все обозначит как не имеющую законную силу в силу просроченности полномочий Зеленского на момент подписания любого соглашения? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что подпись, на мой взгляд, вот в этой постановке не будет иметь ничего, потому что гаранты, и вот этот вопрос абсолютно, на мой взгляд, уместный, гаранты и подписанты договора будут другие. Извините так вот за такую фразу кривую, но вот так вот.
Мгм. Татьяна, спасибо за вашу работу. Вопрос. До сих пор не могу понять, почему Путин и Россия изначально с 22 года там не били по логистике, центрам на Западной Украине, локомотивам, складам, а только сейчас проснулись. Это же, получается, их как бы и губило. Оставляли для себя, хотели зайти или что? Договоренность это была или какая-то слабость? Вы знаете, у меня больше вопросов сейчас, чем ответов. Я тогда, знаете, вопросом на вопрос немножко так вот, как скажу так, а почему газопровод из Суджи там до 24 года то он работал, нефть шла по газопровод «Дружба», он имеет два пути. По-моему, через Белоруссию и Польшу, и через Украину, по-моему, тоже Польшу. Если мне не изменяет память, или дальше, там, Словакию, Венгрию. Не суть важно. Почему он работал? Уже вроде война была, но война-то объявлена на Украине не было. И даже в том далеком уже теперь 22 году объем торговли между Украиной и Россией имел какие-то миллионы долларов. Вот у меня тоже этот вопрос остается. И, наверное, не то, чтобы я ответил бы вопросом на вопрос, я не знаю. У меня нет прямого ответа на вопрос, потому что у многих людей возникают вопросы другого. Почему там не били по мостам, почему не били по тоннелям? Казалось бы, одно решение, закрывается все. Как показал конфликт в Персидском заливе, одна станция опреснительна в Эмиратах, и Арабские Эмираты просто прекращают свое существование, во всяком случае, или очень серьезно усложняется им жизнь. Вот так и многие вопросы. Не знаю. Просто это подтверждает косвенно, наверное, наше с вами начало беседы, когда мы говорим, что усиливается агрессия, усиливаются удары по сторонам, ухудшается жизнь людей с той и с другой стороны. И почему это не было раньше? Ну, наверное, одно из объяснений было, что, в принципе, военные объекты, линия фронта старались работать, ну, как сказать, это, конечно, трудно ввязать такие цивилизованные слова, но как хотели бороться больше по линии фронта, скажем так. Потому что поначалу-то нормально было же, жизнь относительно нормальная там была и в Киеве, и на Западной Украине. Этого же не касалось и в Донецке. Но Донецк, правда, начали бомбить очень сильно в июне 22 года. Как раз, по-моему, с 11 июня там очень сильные бомбежки были. Но потом уже ситуация поменялась. А также тоже какое-то время не трогали. После Мариуполя там блокада водная была. То есть я думаю, что это процесс шел постепенно, потому что, знаете, как гайки то там закручивали. И, ну, наверное, такая логика войны. Наверное, какие-то есть вопросы, на которые я действительно в эфире не хотел бы задавать. У меня есть еще более неудобные вопросы. Касательно персонажей, касательно возможностей и так далее. Так, друзья, пишите свои вопросы в чате трансляции. Сейчас будем нырять туда. Вот такой вопрос от Александра Леонова из сообщества. Евгений, как вы считаете, присутствует ли влияние США через ЦРУ и Ватикана через Украинскую католическую церковь на внутренние процессы Украины и возможно ли изменение внутренней и внешней политики и целого курса Украины после того, как приехал Рэдклифф и дипломат главный Ватикана в Москву? Спасибо. Спасибо за вопрос. Скажу так, имеет прямое воздействие, цитирую неувядающую, ну, мэром будет Кличко, премьером Яценюк. А что скажут иностранные посольства? Они пойдут, вы знаете куда, да? Ватикан, он заинтересован тоже, что количество сторонников греко-католической и католической церкви в начале 90-х годов было меньше 10%, сейчас на Западной Украине только по данным, ну, относительно недавних, там более 40% являются сторонники католической и греко-католической церкви. То есть процесс, они имеют прямое воздействие, прямое влияние, но я не думаю, что сейчас, я говорю, вот я тут с Александром соглашусь, что какие нам дадут вводные новые, чтобы мы с вами комментировали, они говорили о догадках каких, что там, куда полетел, где приземлился самолет и куда он поехал или полетел дальше. Я могу сказать одно, что влияние они имеют решающее, я имею в виду прежде всего Соединенные Штаты, и вопрос только политической воли руководства, я думаю, может привести к очень серьезным изменениям и событиям. Роль Ватикана в этом плане и влияние на Западную Украину является очень серьезным, и они могут оказывать влияние на политические процессы и на лидеров, которые так или иначе, если не в масштабах всей Украины, но которые
от общества, которое проживает, допустим, в регионах, где, если не большинство, но значительная часть прихожан, сторонники католической и греко-католической церкви, да. Угу. Жанет Бачурина, здрасте. В гимне «Мы казацкого роду» сказано. В списке самых известных людей Бандера и Хмельницкий рядом. Можно себе представить Бандеру в красных шароварах с оселедцем на голове? В принципе, вообще, что происходит за хрень с нами, украинцами? Спасибо. Ну, эта хрень с нами произошла еще давно, еще первый Майдан. Не надо забывать причины всего этого дела. Это мы как бы соучастники, соочевидцы, как называйте, как угодно. То есть кому как сейчас ближе и интереснее. Действительно, еще, как вы, Александр, сказали, когда вы вспомнили далекий 10-й год, не забудьте на День Победы по Крещатику вместе шли россияне под своим флагом и украинцы. То есть как бы тоже это все проезжали в 2011 году. Теперь касательно Бандеры. Еще 12 и чуть больше лет назад, по вопросам, которые мы проводили, большинство граждан Украины не считали Бандеру национальным героем. Поднимите любую, там, вот те же 15-летней давности опросы, там он не был в числе тех людей, которые пользуются, скажем, поддержкой значительной части населения. Но относительно Шевченко, Богдана Хмельницкого, Леси Украинки я подтверждаю. На вопросы, которые мы задавали в нулевые годы, еще когда при Ющенко или там при Януковиче раннем это все было, проводили опросы, кто является моральными авторитетами нации. На открытый вопрос, да, это было такое. Первое место всегда был Тарас Григорьевич Шевченко, вторая Леся Украинка. Дальше, в зависимости от конъюнктуры и ситуации, это назывались и Кличко, и Шевченко, ну, которые тогда играли и были спортсменами, назывались еще ряд людей, но дальше это уже была зона статистической погрешности. А в 2009 и 2010 году называли и Тимошенко, и Ющенко, и Януковича. Тоже они входили, ну, с меньшими показателями, но тоже их считали, я их всегда писал вместе, потому что там разница была в полпроцента, они примерно одинаково называли. Ну, Шевченко, Богдан Хмельницкий и Леся Украинка, в принципе, вот с начала украинской истории независимой, они в той или иной мере были и являлись моральными авторитетами нации. Так, дальше. Что должно произойти между Украиной и Россией сегодня, чтобы люди вспомнили, что они братья и говорят, думают на одном языке и начали защищать друг друга и забыли про Путина и Зеленского? Ну, такой вопрос. Вы знаете, я не знаю, как забыть о Путине и Зеленском, но вопрос очень хороший, потому что, знаете, многие люди, стоя с другой стороны, понимают, наверное, ощущают, там, знаете, если не врать себе, то если русские и украинцы сражаются друг с другом, значит, это кому-то выгодно. А это выгодно прежде всего тем людям, которые дают деньги для того, чтобы эта война была. Еще раз говорю, наша внутренняя ответственность – это невероятное усилие для того… Поверьте, нет в жизни неменяемых ситуаций. Я подчеркиваю, нет неизменяемых ситуаций. И такая возможность, она, наверное, есть. И вопрос там даже не в Путине и в Зеленском. А дело в том, что у нас всегда было больше общего, чем разъединяющего. И вопрос развития жизни на протяжении нескольких столетий, оно как раз этому есть показатель. Но и война показала гражданская, что на территории Украины в условиях гражданской войны, это уже после мировой войны, или мировой войны, переходящей в гражданскую, от нее погиб 1 миллион человек, проживающих на территории Украины. И эта ненависть во многом сохранилась до 1941 года. И это было тоже частью борьбы внутри общества. Поэтому в нашей трагической, страшной истории были такие моменты. Вопрос, почему нет пацифистских выступлений ни в Украине, ни в России? Прокомментируйте судебный приговор Льву Шлоссеру. Я думаю, что их не может сейчас быть ни в той, ни в другой стороне, потому что риторика и действия властей направлена на то, чтобы отмобилизовать общество. И вопрос не о пацифистских сейчас настроениях, потому что они в данном случае, на мой взгляд, являются больше, если хотите, деструктивными. Вот потому что они в данном случае мы за мир, но без решения. Вопрос там обвинения той или другой стороны. Я считаю, что вопросы о мире, они имеют большой запрос. И как показали, кстати, первые шаги Трампа, вот я, кстати, тут четко скажу, и там изменения произошли серьезные электоральные,
И на Украине, не электоральная, то есть данных социологических исследований, извините, речь шла о том, что когда вот Трамп объявил о том, что мы быстро мир проведем, все, а просто показали быстрый рывок вперед тех людей, которые выступали за мир. Для этого нужны не пацифисты, для этого нужны хорошие переговорщики, которые понимают, которые будут учитывать причины конфликта, то, о чем в свое время говорил Трамп и Венс, кто является причиной и финансистами Майдана II, который привел во многом к трагедии, которая случилась на Украине. Что если не будут признаны все причины, которые привели к этому конфликту, очень трудно будет решить мир. Здесь нужны хорошие переговорщики. Уважаемый Евгений, спрашивает пользователь, почему в 2014 году Кремль согласился с переворотом в Киеве и принял легитимного Турчинова вместо законного Януковича, а дальше согласился с выборами при легитимном Януковиче? Мне этот вопрос до сих пор, для меня этот вопрос остается загадкой. Сергей, почему украинцы чаще русских возводят на словах в абсолют такие понятия, как демократия и свобода, а в реальности строят диктатуру и несвободный режим? Неужели слова и дела расходятся? Они не только слово и дело, оно как раз очень сильно совпадает. Украина уже давно не свободное государство, Украина давно диктатура. Это я просто цитирую украинских политиков, которые находятся сейчас, многие даже... А нет, и на Украине тоже, и некоторые депутаты Верховной Рады Украины. И многие мы сейчас не цитируем там не российских политиков, не тех, кто находится в российской эмиграции, а те многие считают, что... Которые в Европе, кстати, не последние люди, они тоже считают, что на Украине существует диктатура, и в этой диктатуре, в общем, нет места для каких-то нормальных демократических процессов, и что узурпация власти Зеленским, она состоялась. И это отчасти, Александр, на ваш вопрос относительно Зеленского и его окружения. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали в нашем вечернем прямом эфире. Ну, такой дебют у нас с Евгением Эдуардовичем. Евгений Эдуардович, благодарю за время и мысли. Спасибо. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Поставьте лайк обязательно. Сделайте это, потому что это важно для всяких там алгоритмов YouTube. Но самое главное, напишите искренний комментарий. Да? Вот все-таки. Ну, там я не стал адресовать. Давайте адресуем его, этот вопрос в конце, там, в комментариях. А кто же этот общий враг? Ну, то есть, тут же как? Сейчас же принцип общего врага. Ну, там общий враг, там общий враг. То есть, да, вот. И тогда понятно, как там всех нас разделили и поделили. Лукашенко хорошо поздравил всех украинцев с Днем Независимости. Так, знаете, немножко над ситуацией, что придут еще времена, и будем опять дружить, опять будем торговать, опять будем жить. В общем, этого всем и желаем. Добра и света, несмотря ни на что.